Девочки, мальчики, привет! Сегодня именно то настроение, когда вчера на ночь я сожрала 2 пачки чипсов, сегодня весь шоколад, потому что это то время месяца. Именно поэтому у нас сегодня настроение драма. Драма, скандалы, интриги и, конечно же, для этого у меня тоже есть сторитайм. Я никогда об этом не рассказывала, но была у меня довольно неприятная ситуация с одной подписчицей в самом начале, когда у меня еще не было СМР-канала, и был только этот канал, где было, не знаю, 500-200 подписчиков, и я тогда была в Грайсвальде, в колледже, и снимала видео о Германии, там 2-3 было, о учебе в Германии, и сейчас мне тоже очень часто, естественно, пишут подписчики по поводу того, могла бы ли ты мне помочь, а как Германия, ответь на мои вопросы. Я никогда на такое не отвечаю, во-первых, из-за плохого экспириенса, во-вторых, потому что я не могу за вас поступить. Все, что я могла рассказать, я рассказала на канале, а смотреть за вас документы, да, у каждого все равно индивидуальный случай, чуть ли не поступать, да, за вас. Потом там тоже некоторые, вот ты знаешь, есть на английском, а где есть на английском, а ты не могла бы узнать, я такая, ну, камон. Поэтому я на такие вопросы вот по учебе не отвечаю. Каждый должен тут сам за себя, и никто за вас не поступит. Есть, конечно, какие-то организации, которые делают это за деньги, но я ни за деньги, ни без денег этим не занимаюсь. Все, что я знала, я рассказала на этом канале, и на этом закончим. Но вначале я еще была такая глупенькая, когда мне писали, а ты можешь помочь, я помогала. Я все рассказывала, я отвечала на все вопросы. И вот так была какая-то девочка, я уже даже не помню, как ее зовут. Вот она тоже собиралась поступать в колледж в Германии, но еще то ли с Украины, то ли с России, врать не буду. Но еще была на родине. И она мне написала, можем ли мы поговорить по скайпу. Мы говорили по скайпу, я там помогала ей что-то там с документами, рассказывала, как надо, что надо, чуть ли не узнавала. Она тоже хотела вроде на медицинский поступить, но сначала вам нужно поступить на М-курс, и даже не думала приезжать в Грайсвальд, естественно, как и все там, ну, знаете, Берлин, все большие города объездить. Я ей тогда тоже посоветовала, что твой уровень языка пока не такой хороший, в Грайсвальд поступить намного легче, чем в другие города. Поэтому на всякий случай оставь этот город, приедь на экзамен, если ты поступишь, то для тебя же это все равно, ты все равно после этого, вот я поступила, например, в Дюссельдорф после Грайсвальда, то есть ты все равно потом поступишь в большой город, если у тебя там будут хорошие оценки. Потом очень важно твои оценки, конечно, в колледже. Но вот именно для того, чтобы поступить в колледж, Грайсвальд был очень хорошим вариантом, потому что туда было поступить. Сам экзамен на тот момент, сейчас он тоже, естественно, усложнился, но вот на тот момент он был более-менее легким, если бы вы смотрели с Берлином и другими городами. И плюс, конечно, там конкуренция была меньше, чем в больших городах. Именно поэтому я ей очень советовала, значит, долго думала, не хотела, потом такая, ну ладно, я типа не очень хочу, потому что это же такой маленький город, и вот я там хочу, не знаю, сразу Берлин, Мюнхен, да, туда-сюда. Я такая, ну, как бы, окей, но на всякий случай возьми, потому что я понимала по уровню языка, что, ну, как бы, Берлином там пока не пахнет. И на тот момент у меня уже закончился колледж, я знала, что я поступила в институт. У меня еще была общага в Грайсвальде, она была до конца августа, но я решила поехать домой, мы все разъехались. И потом, когда бы я приехала, я бы уже просто перевезла свои вещи, потому что общага в Дюссельдорфе начиналась у меня, точнее, ее еще не было, но начиналась бы тогда, я бы ее начала искать, в общем, к началу учебы, естественно, чтобы лишний раз не платить. Ну и чтобы вещи обратно в Грузию не везти, мне в Грайсвальде очень дешево стоила общага, 150 что ли евро моя комната стоила. Так что я решила оставить вещи там и поехать домой. Все мои друзья тоже разъехались, кто по Германии, кто домой. Смысл сидеть был в маленьком Грайсвальде, когда все разъехались. И тут она приезжает на вот эти вот экзамены, она приехала, я помню, тогда она говорила с папой, они вот, потом она мне такая, ты вот можешь сказать, я ей говорила, что не нужно брать поезда, можно дешево на Фликсбусе, показывала ей сайты Фликсбуса, короче, я ей очень прям помогала, я помню, я прям вообще дура, да, дура, знаете, не делайте людям хорошо. Да, вообще. Было просто обидно. Ничего такого, конечно, не произошло, но
Обидно было из-за того, что я как-то душевно отнеслась, знаете. При всем при этом вы должны понимать, что мы друзьями не были, да, мы никогда не встречались, я только вот пару раз с ней по скайпу говорила. И тут она мне пишет, знаешь, там через столько-то дней я приеду в Грайсвальд с папой, можем ли мы остаться у тебя? На тот момент меня бы уже не было в Грайсвальде, и, конечно, я свои ключи забираю, потому что это комната в квартире, где в этот момент жили другие люди. И моя комната, чтобы вы понимали, была 8 квадратных метров, или даже меньше. То есть очень милипусенькая комната. И я ей тогда сказала, ты знаешь, вот в моей комнате не получится, потому что, во-первых, все мои друзья тоже разъезжаются, я никому не могу оставить ключи. А во-вторых, то есть я еще тогда думала, может, ей как-то ее оставить. Хотя, ну вот сами понимаете, да, я тебя не знаю, я твоего папу не знаю. В смысле вы приедете и хотите остаться у меня сейчас, да, вот мне кто-то бы сказал, я бы сказала, алло, гараж, да, вот в такой вот комнате, ну как вообще тебе вообще совести хватает человеку это написать? Ну тогда я была дурная. Я тогда верила в хорошее в людях и все в этом роде. И я такая, да нет, ну подожди, я поспрашиваю у друзей, может кто-то из друзей остается, я оставлю ключи, либо может у них, они там тебе помогут, это все. Начала спрашивать, у меня в основном тогда были друзья индонезийцы, они такие, Саша, конечно, все круто, но знаешь, мы тоже, они все уехали в Берлин отдыхать, типа осталось только пару арабов, но мы с ними не так хорошо общались, и я такая, не, у меня много вещей, не, документы, не. И я ей написала так-то, так-то, извини, я не могу, потому что вот все мои друзья близкие, кому бы я могла доверить ключи, они тоже уезжают. Я уезжаю, а другим я не могу доверить свою комнату со всеми там вещами. После этого она мне больше ничего не писала, ни здрасте, ни насрать, ни спасибо, ни это, но она у меня была в друзьях ВКонтакте, я увидела, что она поступила в Грайсвальд. Если бы я не сказала ей, что существует этот город, она бы даже туда не поехала бы. Но окей. И вы знаете, что она сделала? Через пару месяцев удалила меня из друзей. Мне было очень обидно. Во-первых, то, что она даже не поблагодарила, потому что это была моя... Вот прям не то, что я ее прям... Ты должна туда поехать, возьми это на всякий случай, пусть будет, лишним не будет. То есть я прям ее чуть ли не заставляла с ее вот этим вот... Ну, я не хочу в Грайсвальд, это же не Берлин, я вот хочу там туда-сюда, знаете, вот это вот все. Я такая, да нет, да вот бла-бла-бла, пусть лучше будет, там ее там уговаривала, ей помогала. Человек поступил, то есть так, как я сказала, так и было, потому что у нее реально тогда был не очень хорошее знание немецкого языка, я прям удивилась, что она в Грайсвальд поступила. И вместо того, чтобы, да, сказать, ой, спасибо, что ты мне посоветовала туда-сюда, и хотя бы не удалять там из друзей, то есть человек просто такой, ну все, не надо уже. И это, знаете, было так обидно, что я до сих пор очень плохо общаюсь, если я вижу подписчиков. Вначале я очень скептически настроена. До сих пор осталось какое-то неприятное такое вот, я не знаю, я понимаю, то есть я взрослый человек, я понимаю, что в этом ничего ужасного нет, что сволочи есть везде, вот такие, знаете, неблагодарные, токсичные люди, которые готовы пользоваться, при этом у них никогда нету стоп, вот тому, что человек тебе не должен это делать, они хотят больше и больше и больше, а потом, когда из тебя уже нечего получить, они просто тебя выкидывают. Я это прекрасно сейчас понимаю, но осадок остался, знаете, как в анекдоте про ложки. Расскажу, если вы знаете, это вам не будет смешно. Типа, ой, знаете, пришли гости, у меня украли ложки. Да ты что, гости? Ну, я думала, что у меня украли ложки, потом я нашел ложки. Так почему ты на гостей злишься? Ну, осадок же остался, я же думала, что они украли. Вот из той серии, да, осадок остался. То есть тут как ни крути, очень неприятная ситуация. Поэтому сейчас я никому с учебой не помогаю, каждый за себя. Я сама поступала и считаю, что каждый человек должен, наверное, сам, либо уже брать каких-то специалистов, компаний, которые поступают чуть ли не за вас, за большие деньги. Если вы сами не можете, да, если вам самим тяжело подавать документы, вы не разбираетесь, у вас не настолько хороший немецкий язык и все в этом роде. Либо же... Что я хотела сказать? Да.
То есть не помогаю и очень скептически вначале общаюсь с подписчиками. Я пару раз встречалась после этого, но, слава богу, там все были такие милые девочки. Господи, они были такие милые. Одной в Будапеште, с одной в Будапеште я встретилась, хотя она не отсюда. Я тоже так сначала как-то боялась. Но не из-за того, что я думала, что она что-то плохое, просто как-то мне было, не знаю, неловко. Но она оказалась такой милой, такой хорошей какой-то, я прям не знаю, в общем, еще пусечка. Мне она очень понравилась. С одной в Украине, тоже такая милая девочка, она мне принесла кисю, подарила. Ну, после этого у меня были, в принципе, только хорошие встречи с подписчиками, но опять же, осадок остался. Первый раз он всегда такой, знаете, запоминающийся. Вот, да. Видите, настроение драма. Не люблю таких людей. Я очень не люблю. А потом меня спрашивают: Саша, почему ты стала такой стервой? А какой мне еще быть? То есть, получается, я живу сейчас по принципу или я, или меня. Поэтому я не хочу, чтобы меня, поэтому обычно я.